тема нашей сегодняшней пресс-конференции «Россия в Европе и в мире. Текущая повестка дня». Сегодня мы будем говорить по широкому кругу вопросов, которые затрагивают международную безопасность и интересы России. Но начать я хотела бы с вчерашнего заявления одного из кандидатов в президенты США, от республиканской партии Митта Ромни, фаворита президентской гонки от республиканцев, который назвал Россию главным геополитическим противником США, когда комментировал встречу российского президента с президентом Соединенных Штатов. Вот что означает подобное заявление, Алексей Константинович? Это всего лишь заявление в контексте президентской кампании в Соединенных Штатах или за ним что-то еще скрыто? Заявление Ромни, конечно, связано с предвыборной кампанией, это безусловно. Ромни пытается отмежеваться максимально от внешней политики Барака Обамы, показать, что эта политика неправильная, ошибочная. Известно, какой эпизод произошел в Сеуле. Часть разговора между президентами России и США, которая не предполагалась для публичного осмысления, была услышана журналистами, и Ромни за это зацепился, чтобы показать, что Обама договаривается о чем-то с Россией, о чем он ни в коем случае договариваться не должен. Скажу, что Обама в своем выступлении, в своих этих соображениях, которыми он делился с Медведевым, он не сказал ничего такого, что выходило бы за пределы нормального обмена мнениями, в том смысле, что совершенно очевидно, что основные вопросы всегда откладываются на после выборов, это понятно. В предвыборный год вообще мало какие вопросы решаются, потому что кандидат находится под прессингом оппонентов, и, естественно, любое его действие, которое он считает правильным, но которое может вызвать ослабление его электорального потенциала, увеличивает его уязвимость. Поэтому, естественно, во время выборов сложные вопросы, в том числе вопросы стратегического характера, касающиеся безопасности, решаются с большим трудом. И, кстати, не случайно, накануне еще Нового года американская сторона сделала заявление, смысл которого сводился к тому, что американские планы развертывания системы противоракетной обороны будут осуществляться вне зависимости от того, что по их поводу думает Россия. И эти планы не будут подвергаться корректировке из-за российских озабоченностей. Такое заявление было сделано, и американская сторона потом давала понять, что это заявление тоже имело предвыборный характер. Обама не хотел показаться слабым в своей позиции по противоракетной обороне. Он хотел показать, что он готов разговаривать, так сказать, с Россией определенно, решительно, как, собственно, того и требуют очень многие в Соединенных Штатах, когда речь заходит о внешней политике. То есть президент должен быть жестким, решительным и твердо отстаивать национальные интересы Соединенных Штатов. Поэтому как то заявление было связано с предвыборной кампанией, хотя и отражало реальную позицию Соединенных Штатов, так и заявление Ромни связано, безусловно, с предвыборной кампанией, но также отражает внешнеполитическое мышление правых республиканцев, людей типа Ромни, у которого есть предтечи. Предтечи – это тот же Джордж Буш-младший, это с его разговорами об оси зла, это вице-президент Соединенных Штатов Ричард Чейни, это министр обороны Соединенных Штатов Дональд Рамсфелд, министр обороны в первой администрации Буша, и целый ряд других политиков, которые отыгрывали линию конфронтации с Россией. Надо сказать также, что одним из ближайших, если не ближайшим советником Ромни по внешней политике является Роберт Каган, это известный неоконсерватор, его даже называют спичрайтером Ромни. И Каган был известен как один из лидеров вот той неоконсервативной волны,
которая интеллектуально сопровождала администрацию Буша-младшего или даже направляла администрацию в ряде отношений, потому что при том влиянии, которое имели неоконсерваторы в американских средствах массовой информации, они иногда даже диктовали повестку дня. Тем более, что к числу неоконсерваторов относили ряд ведущих, не только экспертов, но и ряд ведущих политиков, которые работали в то время в Министерстве обороны Соединенных Штатов. Ну, например, такая известная фигура, как Пол Волфовиц, который был, как раз отвечал за обоснование американской оккупации Ирака. Так вот, вот эта неоконсервативная публика с приходом Обамы, она несколько потеряла свое влияние, но затем перестроилась и сейчас активно работает с республиканскими кандидатами, вот в частности с Миттом Ромни. Так что здесь речь идет не просто о некой попытке разыграть против Обамы какие-то неосторожно сказанные им слова. Здесь речь идет о том, что Ромни выражает определенную идеологию. Это серьезная идеология, это не чисто предвыборный элемент, хотя есть такая тенденция рассматривать это как предвыборный, так сказать, выпад. На самом деле здесь, я считаю, дело гораздо глубже. И глубже потому, что мы же видим, что эта линия в американской политике, она постоянно присутствует и занимает очень заметные позиции. А с какой позиции выступает сенатор Маккейн, который призывает все бомбить? Он призывал бомбить Ливию, теперь он призывает бомбить Сирию, он призывает к смене режима в России и так далее, и так далее. И Маккейн ведь шел с теми же взглядами, которые вот сейчас формулирует Ромни, он шел на выборы 4 года тому назад, когда выставлялся против Обамы. Известно высказывание Ромни о том, что Америка должна править миром, иначе вместо нее, за нее это будут делать другие. Это тоже высказывание Ромни в ходе предвыборной кампании. Понятно, можно сказать, что он пытается апеллировать к некоему правоконсервативному американскому электорату. И это будет правильно. Но апеллировать можно по-разному. И если мы слышим разговоры о враге номер один, о том, что надо править миром, то понятно, что речь идет о некой новой редакции старой доктрины американской гегемонии. Ну, это достаточно очевидно для меня, во всяком случае. И Ромни не одинок в этих подходах. Есть целая группа сенаторов, которые специализируются на вот такой идеи, так сказать, продвижения идеи доминирования Соединенных Штатов в мировых делах и параллельно на антироссийской тематике. Поэтому мне представляется, что это высказывание предвыборное, но не случайное. Предвыборное, но не случайное. Отражающее точку зрения достаточно серьезной части американских политических кругов, которые, вот эта часть американских политических кругов сейчас представлена правыми республиканцами, которые пытаются бросить вызов Бараку Обаме. Тем более отметим, что среди республиканцев, которые сейчас вот конкурируют за место главного кандидата от республиканской партии, практически нет умеренных. Там все примерно... Ромни еще самый умеренный из них, потому что, скажем, Ньют Гингрич еще правоконсервативнее Ромни. Санторум еще правоконсервативнее Ромни. То есть Ромни относится к числу относительно умеренных республиканских кандидатов. То есть республиканцы идут с идеологией Джорджа Буша, Джона Маккейна, по сути дела. Вот они, на этой основе они хотят вернуться к власти. И в этом проблема. Понимаете, если бы это было отдельное заявление, попытка сыграть на неудачной фразе Обамы, ничего бы не подкрепляло эту линию в американском дискурсе политическом, в американских дебатах, в американской политической идеологии, там можно было бы сказать, ну, в конце концов, чего не скажешь в пылу избирательной кампании. Это не тот случай, на мой взгляд. Это достаточно серьезная тенденция. И я думаю, что относиться к ней тоже надо достаточно серьезно. Надо понимать, кто может прийти к власти в Соединенных Штатах Америки, люди с какой идеологией, с какой точки зрения. Ромни, правда, может быть, не до конца просчитал, так сказать, последствия своих слов, потому что ведь, по сути дела, объявляя Россию врагом номер один, он, геополитическим врагом номер один, он как бы признал, что Россия по своему потенциалу способна быть соперником Соединенных Штатов. То есть фактически он признал то, что международные позиции России за последние годы настолько усилились, да, что она
может бросить вызов Соединенным Штатам. Это, я думаю, что такая неожиданная сторона заявления Ромни, но это тоже о многом говорит. Это говорит о том, что вот эта тенденция к американскому доминированию, она в Соединенных Штатах достаточно сильна, и вместе с тем в Америке видят, что есть государства, которые ей противостоят. И в частности, как я понимаю, в заявлении Ромни, вот он выделяет Россию как государство, которое противостоит этой тенденции, причем ставит ее даже на первое место. Сейчас, кстати, началась полемика в Соединенных Штатах. Кто все-таки первый геополитический противник Соединенных Штатов? Кто-то говорит, все-таки это Китай, не Россия. Но Ромни делает ставку на нас. И в этом смысле, поскольку он так повышает наш международный вес, вот, можно сказать, что Ромни, так сказать, видит большие возможности Российской Федерации в области внешней политики. Так сказать, такое своеобразное признание возросшего влияния и значения России в мировых делах.